Друзья, приветствую вас! Это дневной обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят и что ожидать по движению рубля, доллару, евро, основных активов сегодня до конца дня. Так, но мы сейчас находимся в эпохе вакцин, когда все зависит от того, какую вакцину, кто первый заявит. И вот сегодня развился позитив на фоне того, что Pfizer проанализировала результаты испытаний и подала заявление в регулятор на то, чтобы начинать прививочную работу. Но там, конечно, связка Pfizer немцы, BioNTech американский партнер. Вот. То, что они подали такое заявление уже на оформление вакцины по факту анализа повторного относительно эффективности вакцины, сегодня рынки на этой новости взлетают опять. Скажи, кто лет 5-10 лет назад по поводу того, что рынки будут двигаться в зависимости от вакцин, я бы не поверил. Помимо всего прочего, сейчас произошел рост существенной криптовалют, особенно биткоина. Биткоин уже почти достиг своих исторических хаев. Там немножко ему осталось отрасти, чтобы покрыть свой исторический хай. Вот. Но вроде бы Рэй Далио скептически относится к росту биткоина. Но здесь, если ориентироваться на те процессы, которые сейчас протекают в мировой экономике, на фондовом рынке, надувают все подряд. Все, что можно надуть, все надувают. Поскольку есть избыточная ликвидность, и пока не наступил кризис ликвидности, если он вообще наступит, будут надувать все подряд. Интересно другое, что биткоин уже практически приблизился к историческим хаям, а эфириум, его, можно сказать, младший брат, к этим своим хаям так и не подошел. И причем очень сильно не подошел. Но это к вопросу о том, что будут, скорее всего, надувать в ближайшее время. Так, друзья, но на фоне новостей по поводу того, что вакцину начинают согласовывать регулирующие органы, по DAX у нас сегодня позитивное движение, по немецкому фондовому рынку дневной таймфрейм, по сути, движение к верхней границе проторговки. И если никаких негативных всплесков и новостей не будет, то, по-видимому, на этой неделе уже будем тестировать вот эту верхнюю планочку. Далее, дневной таймфрейм, SFD на фьючерс S&P, здесь идет отбивка от нижней границы, и по сути мы закрепляемся вот здесь, в верхнем диапазоне. Если закрепляемся, не идет повторное тестирование с уходом на 3550, то мы получаем дальнейший рост и, скорее всего, тестирование на пробой 3680. Складывается такое ощущение, что на следующей неделе еще какую-то вакцину из рукава доставят или скажут, что уже начинают всех прививать и скоро все выздоровеют. Но прям вот такое впечатление, как будто поддерживается позитивный фон. Или сами люди, инвесторы, спекулянты хотят видеть во всем позитив для того, чтобы куда-то выплескивать и отращивать активы. Итак, друзья, на фоне всех этих вакцинных дел нефть начала расти, вышла вот из этого диапазона. Но здесь цель движения 45,5, либо от текущих значений, либо от 45,5, скорее всего, начнется разворот и движение по возврату на 40, сначала 43,6, потом 42,55. Но сейчас никаких оснований для разворота нету, раз такой пробой осуществился. Я думаю, цель движения сначала закрепление вот здесь 44,8, потом наиболее вероятно пойдет тестирование на прочность 45,5. Так, заявление позитивные по поводу вакцин, это, разумеется, подножка золоту. Но мы сегодня и получили эту подножку по золоту, но обращаю внимание, что 1860 устоял. Вот пробой этого значения и закрепление под ним будет указывать на то, что золото начнет падать. Вот. Но пока на текущий момент, поскольку этот уровень устоял, я думаю, разовьется коррекционный отскок, и цель этого отскока будет движение вот сюда, вот в район 1881. Если начинается повторное пробитие диапазона 1855-1860, то в этой ситуации наиболее вероятно у нас ближайшая цель движения будет либо 1830, либо 1815. Так, но если часовик сейчас брать, то у нас здесь получается двойное дно, и у этого двойного дна
цель движения находится на 1890. Но это в том случае, если сейчас не будет повторного движения и добития диапазона 1860-1855. Так, далее серебро, но здесь локальный уровень, который был, его прокололи, но это был ложный пробой, поскольку движение на 24 и 23,8 не продолжилось. И сейчас, судя по всему, формируется разворотная формация. Разворотная формация, цель отскока находится вот здесь вот, на 24,62. Вот этот вот отскок, он не разовьется, не произойдет, если пойдет движение вниз и будет пробитие 24,2. 24,2 здесь промежуточный уровень, пробитие которого будет указывать на то, что пойдет движение в диапазон 24-23,8. Вот. Но пока, судя по развитию событий, здесь по аналогии с золотом намечается все-таки с высокой степенью вероятности отскок. Но по сути в той новости, которую сообщил Pfizer и BioNTech, ничего такого нового принципиального нету. То, что они сообщили, по сути это уже была механическая процедура, которую они должны были либо на этой неделе выполнить, либо на следующей. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Пробили 75 и 75, но загад не бывает богат. Кто знал, что повторно эту вакцину вытащат из рукава, и поэтому пошло движение. Но это движение, опять же, оно уперлось в 75,5. Вот, поэтому от текущих уровней сейчас либо пойдет добитие 75,5, и в этой ситуации открывается дорога на 75,15. Вот. Если же в ближайшее время, ну точнее в ближайшие часы не будет реализован этот сценарий, то отсюда у нас возникнет отбой, и цель вот этого движения будет возврат на 76,2, вот сюда вот. Вот. Если сейчас мы в самом обозримом времени не пробиваем 75, 85, 75,9, то у нас вот эта вся формация, она действительно придет к тому, что будет повторное движение на 75,5, пробитие и уход на 75,1. Вот. Но на текущий момент все-таки здесь произошли определенные сделки, которые говорят о том, что весьма вероятен отскок, и цель этого отскока движение на 76,2, вот сюда, на этот уровень. Так, далее евро-рубль, но по евро-рублю внизу цели мы сделали, и сейчас на текущий момент времени здесь по факту проторговки ему полагается отскочить, и цель отскока это движение на 90,5, вот сюда вот. В том случае, если сейчас все-таки пойдет добитие на объеме 89, 75, 89,7, то у нас отсюда будет инициировано движение, цель которого уже будет находиться в районе 89 рублей за 1 евро. Вот. Пока без существенного роста цен на нефть, я думаю, такого не произойдет. Вот. Но в том случае, если будет продолжаться риск-он в таком же масштабе, мы, конечно же, увидим движение на ослабление и евро, и доллара к рублю. Но вот на недельном графике здесь достаточно четко видно, что мы сейчас вышли на уровень, пробитие которого 89,9, и закрепление сразу вводит, и цель движения будет 89, 88,9, вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Ну и соответственно вообще в идеале отсюда бы рубль-евро сходить в район 86,8. Вот это вот определенная точка, от которой будет либо сильный отскок, или же в случае пробития и неудержания на этом уровне пойдет дальнейшее снижение. Вот, пока о таком движении говорить рано. Вот сейчас все будет определяться вокруг уровня 89,9. Если он все-таки будет пробит, то действительно такое движение может получить развитие. Так, ну и 4-часовик у нас здесь немножко не дорисовалось двойное донышко. Вот его бы дорисовать, сходить на 89,6 и отсюда выстрелить, чтобы спокойно сходить и отработать вот этот диапазон. Так, друзья, ну далее давайте Сбербанк посмотрим. У нас, несмотря на этот всплеск и позитив по поводу вакцины, пока по Сберу позитивная динамика еще не началась. Но здесь в текущей ситуации напрашивается движение, цель которого сходить к верхней границе, это 250. Вот сюда вот 249, 250. Ну и по часовому таймфрейму вот как раз у нас и формируется отсюда движение
Сейчас, скорее всего, будет тестирование диапазона 246,6, 247. И потом в случае пробития или, скажем так, выхода большого объема вблизи этого значения, мы получим отсюда движение, цель которого будет 249,5, 250. Если происходит пробой, у нас вот есть ближайшая цель, это 256,5. Ну а если на пробой эта модель не срабатывает, у нас идет откат и пробой 244,5, то у нас отсюда развивается движение, цель которого потестить диапазон 243, 241,5. Вот этот диапазон. Так, друзья, далее Газпром. Но здесь, несмотря ни на что, ни на все вот эти страшные разворотные формации, пошел он наверх. Вот сейчас вопрос закрепления в диапазоне 185-187,5. Если здесь закрепляемся, то следующая цель движения будет 195 и потом 208,5. Вот эти стратегические цели. Но теперь у нас планочка поднялась, он должен не получить откат ниже, чем 177. Вот, раньше был 167-169, сейчас планочка поднимается. Вот, соответственно, должны удерживать это значение, и тогда рост незыблемо будет продолжаться. Так, друзья, далее ГМК. Вчера была попытка всех высадить. Вот, но на самом деле попытка это завершилась сложным пробоем и возвратом вот в этот диапазон проторгованный. По сути, цель наверху, она сохраняется. Как только будет пробитие 20900, мы можем очень быстро достигнуть 21750. Так, ну и часовой таймфрейм. Разворотная формация вот у нас вчера произошла. И, соответственно, сегодня движение, цель этого движения потестить 20800. Ну, может быть, конечно, отскок от текущего значения и движение вниз. Но на текущий момент, я думаю, вероятность такого события, она не очень большая. Здесь можно говорить о том, что сломалось вот это движение на рост, только в том случае, если сейчас в результате коррекционного отката произойдет пробитие 20500. У 20500 здесь определенный уровень, пробой которого, ну, он рост этот остановит, и какое-то время бумага будет торговаться вот в этом диапазоне. Вот сейчас пока все указывает на рост, тестирование на пробой 20700. Ну и в случае пробоя у нас первая цель, которая будет браться, это 20800 с дальнейшим выходом наверх. Так, далее ВТБ. Ну смотрите, вчера был, конечно, такой разухабистый день, ВТБ посливали тоже. Но сегодня, несмотря на то, что были попытки проколоть, вот здесь у него уровень находится определенный, его прокололи, но это все свелось к ложным пробоям. И сейчас, если он закрепляется сегодня-завтра выше вот этого значения 3,656 тысячных копейки, то отсюда у нас сформируется импульс движения. Первая цель этого импульса, вот эта аквамариновая линия 3,88 и потом движение на 40. Вот. Если сейчас мы все-таки получаем уверенное пробитие вот этого диапазона, то у нас по ВТБ идет откат, слом вот этого движения и цель возврат на уровень 3,4, 3,38,5. Вот сюда вот, в этот диапазон. Так, друзья, далее по Лукойлу был вопрос. Ну смотрите, Лукойл у нас здесь консолидация, поскольку по нефти в силу вакцин сейчас позитивная динамика, видимо, вакцины они тоже нефть потребляют. Вот, и поэтому здесь сейчас, если у нас пробитие все-таки возникает уровня 5000, то первая цель движения по старшим таймфреймам это 5100. А вот если опираться на дневки, которые мы здесь рассматриваем, то здесь цель движения будет в районе 5300-5250. Вот. Разумеется, есть долгосрочная цель 5700, но при такой нефти, мне кажется, пока маловероятна ее реализация. И здесь есть у нас поддержка, это 4750-4800. Вот если она будет пробита в результате отката коррекционного, то у нас отсюда развивается возврат вот сюда, вот на 4450-4400, в этот диапазон.
Так, друзья, далее вопрос был по поводу магнита. Ну, смотрите, по магниту у нас идет восходящее движение, и ближайшая цель этого движения 5150. Это движение может быть сломано в том случае, если в результате отката пойдет уверенный пробой и закрепление 4700. Вот 4700 здесь есть некий уровень, пробитие которого и закрепление под которым приведет к тому, что бумага начнет проседать. Но с учетом того, что сейчас вакцинное ралли начинается, точнее оно уже идет полным ходом, в том году было новогоднее, в этом вакцинное, то здесь как бы есть все основания полагать, что вот от текущих значений у нас разовьется движение, цель которого первоначальная потестить вот этот диапазон, и в случае пробития у нас отсюда первая цель движения будет 6500. Но вот 4-часовик, если мы берем, то у нас получается вот уже здесь сейчас сформировалась такая фигура, которая указывает на то, что разовьется отскок и движение на 5000, 5025 вот сюда в этот диапазон. Соответственно, вот эта краткосрочная идея, она не будет реализована, если пойдет пробитие 4840. Если такое произойдет, то мы уходим отсюда на 4780, 4750, вот сюда, в этот диапазон. А вообще по магниту идет рост, ну как и по всему рынку, такой нервный рост, уже задир из последних сил. Так, друзья, далее вопрос был по ленте. Ну вот мы ее как-то давно-давно рассматривали. Вот на месячном таймфрейме был такой вот рисуночек, у которого цель движения 357. 357. Вот сюда, вот даже, наверное, повыше, на 370. Вот сюда. Так, но здесь единственное, что здесь было такого. Здесь происходил вот этот провал. Но этот провал, он был в силу того, что все рухнуло. Вот, и поэтому здесь, конечно, говорить, что поддержка вот эта не сработала, но она как бы у всех в тот момент не сработала. И в феврале начался провал у ритейлеров. Вот, соответственно, здесь у нас произошел такой вот вынос по ленте. И после этого выноса, по факту, стабилизации ситуации, связанной с коронавирусом, сейчас у нас идет консолидация, и у этой консолидации в случае пробития 240, вот здесь сильный уровень проходит, у нас разовьется движение, цель которого будет 353, даже 370, вот сюда, вот куда-то в этот диапазон, 370-373. Это если рассматривать ее на какой-то, ну скажем так, более или менее длительный промежуток времени. Если рассматривать сейчас локально, с моей точки зрения, это наиболее рационально, потому что рынки могут опять обвалиться, и мы получим провалы движения куда-то сюда. Вот. Здесь у нас есть сильный уровень, это 200. Вот если происходит пробитие 200-190, то для этой акции это будет очень плохо. Это будет означать, что она уйдет вот сюда, вот в район 150, а может быть и 115. Так, ну вот у нас дневной таймфрейм очень по ней интересен, потому что с одной стороны здесь идет такой безудержный рост, ну как и по другим активам. С другой стороны здесь есть ряд моментов, которые указывают на то, что вот этот вот откат, разворотная формация, которая здесь наметилась, она вполне может привести, ну скажем, на 210 вот сюда вот. И в том случае, если будет пробой 210 208 вот этого диапазончика в результате коррекционного отката, то тогда, скорее всего, цель будет движение сначала 205 и потом возврат на 200 и 195, вот сюда, в этот диапазон. Здесь, я думаю, наиболее вероятно, что вот такая поддержка, которая, она, если пробивается, то уже ни о каком росте говорить нельзя, это где-то 210 значение, ну 210-212, вот так вот. Соответственно, если пробитие этой поддержки не происходит, то у нас вся эта формация приведет к тому, что в ближайшее время мы получаем движение с целью потестить и пробить 235 и устремиться к тем целям, которые находятся выше. Вот. Но на самом деле здесь, исходя из дневной формации, должен был быть разворот, но этот разворот, похоже, с помощью вакцин сведут на нет.
Вот, и поэтому технически сейчас картина она поменялась, и разворот превратился в небольшой коррекционный откат с консолидацией и, судя по всему, дальнейшим движением выше. Все, друзья, спасибо за